Часто владельцы спрашивают, насколько необходимо применение для собак костей, палок для того, чтобы сохранить чистоту зубов и обеспечить всеми необходимыми потребностями, потому что часто сравнивают собак с волками, соответственно, волки нередко проглатывают кости и, соответственно, пополняют всеми необходимыми компонентами. Однако для животных, которые содержатся в наших квартирах, такие условия в большей степени являются травмирующим фактором, и обеспечить полноценную очистку зубов при использовании костей или древесного материала бывает затруднительно. Лучшим способом сохранения чистоты является применение специализированных щеток и зубных паст. Что касается угрозы применения костей и палок в, скажем, содержании собак или кошек, то это может привести к серьезным проблемам, связанным с проглатыванием частиц этих объектов. И если достаточно крупные части, это может привести к травмированию и закупорке пищевода, травмированию слизистых оболочек желудка и кишечника. Если возникает подобного рода патология, то, скорее всего, решить эту проблему можно будет только хирургическим способом. Если возможность удалить инородный предмет эндоскопическим путем, то это считается везением. Но, к сожалению, существует процент случаев, когда закупорка происходит настолько интенсивно, что приходится прибегать даже к торакальной хирургии. И это доставляет большие проблемы как хирургам, так и самим пациентам. Желательно все-таки профилактировать подобные состояния, не используя кости и палки. Применение скажем, в игровых целях материала древесного также может спровоцировать и другие серьезные проблемы, потому что, проглатывая древесину, собака или кошка не могут переварить эти компоненты. Естественно, вот эти участки древесины, проходя по пищеварительному тракту, наносят серьезный механический раздражитель, и это может привести в дальнейшем к хроническим воспалениям. Применение в качестве лакомств высушенных субпродуктов тоже достаточно спорно, с той точки зрения, что необходимости использовать их в рационе собаки или кошки практически отсутствует, а получить негативные последствия в виде пищевой непереносимости, к сожалению, достаточно часто встречающаяся проблема. Плюс ко всему, если у животного более устойчивый пищеварительный тракт, дополнительное введение лакомств нередко приводит к увеличению жировой массы и может стать причиной ожирения. И, к сожалению, владельцам трудно оценить, насколько сильно животное перенасыщено калориями, когда используются дополнительные лакомства параллельно с рационами, четко рассчитанными и обеспечивающими всеми необходимыми компонентами. Лакомства, как правило, не учитываются, но при пересчете на калории становится чуть ли не половиной от необходимого состава рациона. В этих условиях дополнительные калории откладываются в большие жировые отложения.